видим храм Исиды, богини любви, на острове Фила. Вот его уже видать. Такие здесь ландшафтные интересные камушки. Кругом всюду. Да. И здесь камушки интересные. Очень даже структурные интересные скалы. Что-то впереди есть. Не знаю, что это. Судя по всему, будем заворачивать туда. Там стоим. Храм Исиды на острове Фила. Ну, как гид сказал, он был тоже перенесен. Он был под водой около 70 лет, что-то там больше 12 лет, то есть его осушали. То место, где он стоял 12 лет, 12 лет он был переносился. Что-то там 70 какого, до 9 по какой-то там, или 72 по какой-то плюс 12. Здесь много знаков доисторического христианства, древнего христианства. Вот они, знаки, всякие надписи непонятные. Кто-то здесь был. Вот здесь был доктор Ахмед какой-то, Рэй был. В общем, все это переносилось тоже. Вот очень много видно, что все сшивалось. Вот видно, все сшивалось. Потом сшивалось все. Храм Исиды. Даже там был алтарь, я прошел, тоже христианский, древний христианское, начало христианства. Тут в Египте раньше было в основном христианство, но потом пришли мамлюки и, короче говоря, выгнали почти всех. Да, сейчас этот, хоть и остров называется Фили, но в оригинале он остров Энджел, он сказал гид. Тот Фили остров, он под водой находится в оригинале. Что-то сохранилось. Как говорит Даня, куча картошей.
Also, Isis, but this time she is breastfeeding her son Horus. Okay, and the face is cut out. Here is an important scene because here we can see only the royal family of the temple in one figure, one cut. Here we can see Isis, Osiris, and Horus all together in one scene. This is the only scene in the whole temple that collecting them together, three of them together. And what people were doing here? Yes, they are praying, giving offerings, and they are Санторий, не the знаю. land. И вот он. Римского стиля построен это во времена уже недалекие. Чуть-чуть до нашей эры совсем. Первое столетие, по-моему.